Господи, благослови и помоги сказать слово в защиту государя-императора и патриарха всея Руси Зосимы. Я, грешная игумния Евдокия, являюсь верноподданной государя-императора и патриарха всея Руси Зосимы, являюсь чадом Русской Православной Церкви Царской Империи. И хочу выразить свою поддержку последнему помазаннику Божьему, пророку Божьему Илие, царю и патриарху Зосиме, в данное время находящимся в вузах темничных, за Слово Божье, за защиту Пресвятой Троицы, за обличение антихристовых законов, за обличение антихристовой власти. Его сейчас держат в темнице. Сегодня мы все знаем, а может быть кто-то не знает, что все законы, которые сейчас издаются, направлены против людей. Так называемая Конституция, которая, как все думают люди, создана для того, чтобы защищать права граждан, а на самом деле это просто траст, по которому получаются деньги на уничтожение народа и его порабощение, чтобы выжать из народа все, и силы, и деньги. Но это еще не все. Они хотят уничтожить в нас Христа, веру. Самое святое, что есть у русского народа, это вера. Это Христос, это краеугольный камень, на котором зиждется вся основа православия, вся жизнь православного христианина. И вот эта Конституция выбивает этот краеугольный камень, чтобы просто русские люди потеряли веру в Бога, веру в того, кто дал нам эту жизнь, кто дал нам эту землю и все блага, которыми мы пользуемся. Что прописано в этой Конституции? Например, 2 статья Конституции РФ гласит о том, что все права и свободы являются высшей ценностью для человека. Но это лозунг сатаны, ибо он стремится сделать всех свободными, но свободными в кавычках, чтобы люди так думали, что они свободны, чтобы сатане было легче порабощать всех людей. Мы протестуем против этой статьи, которая является сатанинской. А что же говорится в 29 статье РФ? Там говорится, что всем нам, верующим, запрещается пропаганда своей веры, своей религии. То есть она запрещает нам проповедовать нашу веру.
Разве это человечный закон для русской земли? Пора русскому народу вспомнить, кем он является и кому мы обязаны такой огромной, богатой державой. Именно державой. Ни одно государство в мире не имеет такого названия. А все благодаря кому? Это всем помазанникам Божьим, русским, которые стояли за веру православную, за землю нашу, за людей своих. И первым, что они делали, это всегда молились, возносили горячие молитвы к Богу о сохранении веры православной, об ограждении ее от еретиков и всех хулителей и зла желающих православию и русским людям. Это они приумножали нашу веру, они расширяли наши земли, и Господь слышал их молитвы и исполнял прошения их. Это заслуга наших старцев, всех святых, которые молились и день, и ночь Богу о защите царя, о защите людей православных, о защите Отечества нашего, земли русской. Это их молитвами мы живем сейчас. Их кровью, их мученическим концем жизни их Господь венчал их этим мученическим венцом. И они сейчас предстоят пред Господом. Неужели, русские люди, вы забыли, кто вы есть, чьи вы наследники? А сейчас нас заставляют исполнять нечестивые законы, которые действуют против нас же. А мы все молчим, молчим и молчим. Ведь молчанием же предается Бог. Сегодня мы промолчали об одном. Завтра они уже приготовили для нас новую ловушку. Другие нечестивые законы. Например, может быть, еще никто, не все знают, что Всемирная организация здравоохранения – это антихристова организация, уже готовит легализацию педофилии. С 4-летнего возраста будут развращать, растлять детей наших по всему миру. А мы снова молчим. Доколе русский люд будет молчать? Доколе он будет лежать без памятства в этом мороке? Скоро уже всех нас поработят до такой степени, что мы не сможем даже и не то что рот открыть, голову поднять. Сейчас готовится опять новый проект в правительстве о том, если семейная пара не будет иметь детей, она причисляется к экстремистам, террористам. Я обращаюсь к всем людям русским. У кого еще русский, это не то, что он по территориальности, принадлежности. У нас многонациональная страна. И в свое время все вставали на защиту Отечества нашего, плечо к плечу. Даже в Отечественной войне в окопах лежали деды наши. Разной национальности, разного вероисповедания. А сейчас посмотрите, что происходит. Нас всех лукаво обманывают, уничтожают всех без разбора.
Они не смотрят ни на какие национальности. Для них уже это не важно. Мы для них просто ресурс для достижения их целей. Но я верю, что русские люди проснутся, как некогда Илья Муромец, ныне преподобный, был парализован 30 лет, а потом от вещих старцев восприял силу и мужество и стал ратным воином и защитником веры православной и земли русской. И как прообраз наш русский народ тоже находится в мороке. Он парализован и не может двигаться, он обездвижен этой сатанинской системой, сатанинским гипнозом. Но Господь милостив. И как в прообразе Ильи Муромца, в образе вещих старцев нам Господь послал помазанника своего, пророка, помазанника и патриарха Зосиму. И Господь ему дал разумение и открывает через него все уловки антихристовой системы. Сейчас наш царь-батюшка, государь-император всея Руси Зосима обличает всю эту систему сатанинскую. И через него только может быть сейчас спасение. Только в ограде Русской Православной Церкви, Царской империи можно найти спасение. Ибо Господь здесь дает силы противостоять врагу. Господь собирает сейчас воинов Христовых. Кто встанет на защиту Пресвятой Троицы? Кто встанет на защиту Отечества нашего? Кто пойдет с царем-помазанником, Зосимой, в последний бой, Армагеддон? Сейчас война ведется не только физически, где убивают физически наших братьев, но это духовная война. Духовная война, которую должен вести каждый христианин. Обращаясь ко всем, услышьте меня, люди. Христа ради, времени очень мало. Вставайте под знамена последнего помазанника, ибо в нем есть спасение. Ибо только здесь Господь подает свою благодать. Это Русская Православная Церковь Царской империи, которая не поклонится Антихристу, которая не зарегистрирована у него нигде, ни в каком реестре. Это Божья Церковь. Господь сейчас делает и вершит суды. И дай Бог всем вам осознать, очнуться от этого морока и исцелиться от паралича. Да поможет всем нам Господь Бог. И благословит Господь всех любящих Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую нашу Богородицу. А все те, кто ненавидит Бога и Пресвятую Троицу и попирает законы Божьи, да постигнет его гнев и суд Божий. Аминь.